Одна семья однажды взяла в дом маленького британского котенка. Серый пушистый комочек долго привыкал к новому месту и его обитателям. Никто его не обижал, его хорошо кормили, ласкали и гладили. Со временем котенок начал доверять людям и даже подружился с другими взрослыми котами, жившими в доме. Он был счастлив и сильно привязался к своим хозяевам, но вскоре произошло нечто, чего никто не ожидал. В тот день к ним в гости пришла знакомая женщина с маленьким ребенком в коляске. Малыш громко плакал, и котенок не понимал, что это за существо и почему оно привлекает столько внимания. Когда взрослые отвлеклись и начали разговаривать, оставив коляску неподалеку, котенок решил подойти ближе и заглянул внутрь. Он осторожно смотрел на ребенка и попытался его понюхать, чтобы познакомиться, но малыш испугался и закричал еще громче. Испуганный котенок тут же выскочил из коляски. На крик прибежали женщины, а зверек наблюдал из-за угла, не понимая, что происходит. Мать ребенка начала кричать на него, затем к ней присоединилась и хозяйка дома. Котенок не понимал, за что на него ругаются, ведь он ничего плохого не сделал. В наказание его заперли в холодном подвале, где он провел всю ночь. Гостья посоветовала избавиться от кота, утверждая, что животные опасны и могут навредить детям. Хозяйка, поддавшись ее словам, решила отдать котенка и уже вечером позвонила знакомым. Утром котенок проснулся от скрипа двери, надеясь, что его накормят и приласкают, но вместо этого его посадили в переноску и вынесли на улицу. В машине он жалобно мяукал, но грубый голос приказал ему замолчать. Вскоре его привезли к другому дому, где громко лаяли собаки. Новая хозяйка встретила его недовольным взглядом и, фыркнув, ушла в дом. Котенка грубо вытащили из переноски, он пытался спрятаться, но мужчина схватил его за шкирку и занес внутрь. Малыш боялся и прятался по углам, что раздражало новых хозяев, ведь они хотели видеть, как он играет. Поздно вечером мужчина вышел во двор, чтобы отпустить собак с цепи, а котенок, спрятавшись у двери, незаметно выбежал следом. Хозяин не заметил его отсутствия, выпустил собак и вернулся в дом. Котенок остался на улице, пытался запрыгнуть на дверь и царапал ее, но его никто не слышал. Зато собаки быстро учуяли его. Увидев огромного пса рядом, малыш замер, распушился и зашипел, пытаясь отпугнуть его, но затем бросился бежать. За ним погнались уже две собаки, громко лая, а котенок метался по двору, не находя укрытия. На шум выбежал хозяин, но его крики не остановили собак, а лишь отвлекли котенка, и одна из них схватила его. Женщина тоже вышла на улицу. Мужчина вытащил из пасти раненое животное, осмотрел его и сказал, что он не жилец. Женщина, испытывая отвращение, ушла обратно в дом. Тогда мужчина решил избавиться от котенка и отнес его в ближайший парк, где просто оставил умирать. Было холодно, но малыш уже почти не чувствовал этого из-за боли. Он лежал на земле, не в силах подняться, и ждал помощи, которая, казалось, уже не придет. Утром через парк проходил молодой мужчина по имени Илья, спешивший на работу. Он заметил под деревом серое пятно и подошел ближе. Увидев израненного котенка с засохшей кровью, он был шокирован. Животное едва дышало, но, почувствовав человека, попыталось подать признаки жизни. Илья понимал, что шансы малы, но не смог пройти мимо. Он взял котенка, назвал его Графит и поспешил домой. Дома его встретили жена и маленький сын. Они начали аккуратно отогревать малыша, промывать раны и кормить из бутылочки. Сначала ему было трудно есть, но он отчаянно боролся за жизнь. Ближайшая ветеринарная клиника находилась далеко, и попасть туда можно было только через 2 дня. Все это время семья не отходила от котенка, переживая за него и надеясь на лучшее.
Через 2 дня они отвезли его к врачу. Доктор был поражен тем, что котенок все еще жив. Осмотр показал, что у него серьезные травмы. Повреждены мышцы, есть рваные раны и воспаления, но внутренние органы не пострадали. Лечение было сложным и дорогим, но семья решила бороться до конца. Котенка перевезли в специализированную клинику, где ему провели операции и начали длительное восстановление. Сначала казалось, что все напрасно, но постепенно малыш начал приходить в себя. Он стал лучше есть, его глаза вновь засияли, а раны начали заживать. Со временем он полностью восстановился. Графит обрел новый дом и больше не знал страха. Семья, спасшая его, стала для него настоящими хозяевами, которых он любил всем сердцем и которым доверял безоговорочно.